Девочки, мальчики, всем большой привет! Меня зовут Анна, это мой канал «Волшебные спицы с Анной». Слушайте, уже опять пролетело 3 месяца. Я говорю, время летит, ничего не успеваешь, да, делать. Ой, очередной отчет в совместном проекте у меня Бинго 2025. Это второй отчет, как я сказала, весна. В этот раз у меня, мне кажется, ну, у меня, в принципе, и в прошлый раз было закрашено всего 3 клеточки. Вот, но все, я думаю, что к концу года прям вот все должно закраситься. Но это, конечно, мне так хочется. Но я надеюсь и буду стараться, да, и идти к этому. В этот раз мне показывать, ну, есть немножко что, но я думаю, что 2, может быть, клеточки я закрашу. Я туда же уже подготовилась, точечки, видите, немножко поставила. То, чтобы для того, чтобы уже не каждый пункт, да, с вами проговаривать, а именно показать то, что у меня готово. Значит, что в процессе? В процессе, кто подписан на канал и смотрит все мои видео, да, знает, что в процессе я вяжу жилет, осталось немного, ну и как раз у нас будет там 3-й отчет, я думаю, к 3-му отчету я его скачаю. Мастер-класс и так никак у меня, девочки, руки не доходят, но несколько уже готово, запишу, как выпущу, я обязательно оформлю, да, ну, оформлю клеточку, закрашу. Алмазная вышивка тоже, ну, алмазная мозаика. По алмазной мозаике я выкладываю, уже одна картина практически закончена. Вот буквально можно было, конечно, за сегодня это все закрыть, закончить и сделать ее как закрашенную, да, клеточку. Но я, знаете, как иногда надо заглядывать в свое бинго, потому что, если честно, у меня с головы вылетает, что я там вообще в бинго написала. Вот. Но я не стремлюсь к тому, чтобы сразу все закрасить. Постепенно буду к этому идти. Так, ну давайте начну показывать вам носки. Носки у меня здесь много клеточек, как видите, да, вот клеточка, тут и детские, и взрослые у меня. И в этот раз я буду закрашивать все зеленым цветом, как весна. Листочки у нас, да, расцветают. И я перешла плавно к клеточке 11. Клеточка 11 это у меня носки. Значит, здесь в каждой клеточке у меня по 5 пар носков. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, клеточка 11 и 5 пар носков у меня, девочки, есть. Значит, вот раз, это все в совместных проектах носочных я вязала, и плюс был у нас проект «Радуга». И многие из этих пар я вязала в радуге. Так, это, по-моему, в носочном проекте, в носочном. Это у нас радуга. Радуга. Носочный проект радуга, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6 взрослых пар у меня на данный момент связано. По каждой из этой пары я рассказываю в своих отдельных видео, не буду заострять. В основном тут что у меня? Тут у меня Регина. Остальные все пары это Форза, это Гималай Сокс, а остальное все у меня как бы комбинирую. В основном Ализе и в основном Артисан. То есть вот 6 пар у меня связано, так как у меня клеточка одна, это 5 пар носочков. Я ее полностью вот закрашиваю. Так, одна клетка готова. И 6-я пара. Так, вот вычеркиваю. Так, носочки у меня еще 22-я клеточка. В 22-й клеточке я зачеркну одну пару. Вот. То есть вот 6 пар носочков у меня готово. Ура, ура! Первая клеточка. Так, дальше. Шалимания. Шалимания мне надо связать было 2 изделия. Одно изделие у меня было связано в зимний период. Второе изделие у меня тоже связано. Оно было связано крючком. Сейчас наличия у меня его нет. Я обязательно сделаю, наверное, скриншот с видео, потому что, по-моему, даже фотки у меня нет. Но я вам прикреплю, да, этот скриншотик. У меня шаль готова. Была связана крючком. И я смело эту клеточку тоже буду зачеркивать. Все. И это тоже у меня уйдет. Так, лапопейса в процессе. Я что-то поставила
эту точечку, но она что, у меня еще не закончена. Ну, помните, лапопейса я ее называю, да, вот кто смотрит, у меня связан один рукавчик здесь всего, да, остался один рукав, я думаю, что уже к сезону осень оно будет у меня тоже готово, так же, как и жилет. Так, дальше. Детские носочки. Вот детские носочки. Значит, 2 пары носочков у меня было связано в зимний период. Ну и как пошло, понесло меня, да, на детские носочки. Всего в 16 клеточке должно быть 10 пар, но тут 10 пар нет. Значит, 1 пара, 2, 3, 4 и 5 пара. То есть вот 5 пар носочков детских у меня за весну связано. По каждой паре я все рассказываю. Где-то кто-то, где-то в бинго, где-то, ой, в бинго, в радуге начинала вязать носочки. По-моему, даже вот это 1, 2, 3 пары, по-моему, вязала. А это у меня получается в носочном проекте. Тоже по каждому носочкам я рассказываю. Вот 5 пар связано. И я зачеркну 5 клеточек. Так, у меня 1, 2, 3, 4, 5. Осталось связать 3 пары носочков детских. Вот. Так, следующая клеточка, которую можно будет зачеркнуть, это чайка Теттерера японка. Я связала, девочки, чайку. Так, я могу это вычеркнуть. И 19-ю клеточку я зачеркиваю. Так, вот она. Сейчас я вам чайку свою покажу. Я ее активно уже ношу. Она уже несколько раз у меня стиралась. Вот только-только, как говорится, с веревки снята. Вот моя чаечка. Очень мне нравится. По ней я тоже рассказывала. Вязала я из пряжи букет. Первая моя такая чайка. И носится хорошо. И, кстати, о птичках, да, я вам говорила, что это полотно косит. После того, как я его несколько раз постирала, вы можете заметить, что косины вообще нет. Даже вот можно по этой линии, да, по линии сгиба. Видите, как вот идет ровно петля. И все, она вот так и идет ровненько, и она вообще не косит. Представляете? Может быть, она после нескольких стирок выровнялась, вот, но полотно после стирки не косит, могу вам сказать. И последний раз я эту чайку закинула в машинку не на том режиме, она, наверное, у меня полоскалась, не знаю, 1,5 часа. Я думала, ну все, умрет. Нет, смотрите, все отлично, нигде ничего не скатано. Я, как говорила уже вам, ношу ее активно. Очень довольна этим изделием. Так, ну вот, одно большое у меня есть, 3 клеточки. Так, что тут у меня еще? Ну, носочки тут в 22 клеточке мы одну зачеркнули. И свитер с жаккардом я вяжу, но он у меня тоже, девочки, не готов. Мастер-классов, конечно, тут мне нужно кучу записывать. Вот, но я думаю, что это у меня все еще пока что впереди. Вот, ну как, подведу итоги весеннего бинго. Получается, у меня всего закрасилось 1, 2, опять-таки 3 клеточки. Многие процессы я смотрю на подходе, и мне надо для себя вот отметить 7-й процесс. 7-ю клеточку, это реглан погон, обязательно начать. Я все время, у меня с головы выпадает прям вот эта вот клеточка. И я думаю, что это уже осенью я начну что-нибудь вязать реглан погоном. Вот. Так что так, я зачеркнула 19-ю клеточку. Это чайка. Все правильно, лапопейса пока у нас не сделано. Ну все, девчонки, вот такие итоги у меня весеннего бинго. Все, что могла, я вам показала, все свои готовые работы. А уже, я надеюсь, в октябре я покажу все те готовые работы, все те работы, которые я еще чуть-чуть осталось мне завершить, уже готовыми. Все, девчонки, всем огромное спасибо за поддержку, что пишите комментарии, ставите лайки, обязательно нажимайте на ракетку для Рутуба. Вот, и это все помогает в продвижении канала. А мы с вами увидимся в следующих подключениях. Всем пока-пока.